Давайте сегодня поговорим об одном из популярных спиртных напитков – водке, и его влиянии на наш организм. Здравствуйте, мои хорошие! Водка – спиртной напиток, который не имеет цвета и выраженного запаха. Он является самым распространенным алкогольным напитком в мире. Крепость водки в разных странах может варьироваться от 32 до 56%. В России 40% водка считается национальным алкогольным напитком, а здесь без нее не обходится ни одно застолье. История появления водки на Руси уходит корнями в XIV-XV века. С принятием христианства на Руси культовые языческие напитки были вытеснены византийским красным вином, которое считалось кровью Иисуса Христа. И вплоть до конца XIV века вино оставалось главным спиртным напитком. А сдавать свои позиции оно начало после того, как генуэзские купцы впервые привезли виноградный спирт, или, как его тогда называли, аквавиту, в Россию. Существует множество теорий о том, когда на Руси начали самостоятельно изготавливать водку. Одна из них гласит, что впервые ее произвели крестьяне князя Владимира, перенявшие ремесло спиртового производства от монголо-татарских захватчиков. Другая настаивает, что родоначальниками изготовления были московские монахи в середине 15 века. Однако доподлинно известно, что вместо винограда наши предки стали использовать рожь для получения спирта, поэтому первоначально водка именовалась хлебным вином. Официально термин «водка» стал употребляться ближе к XX веку. Лингвисты и историки, занимавшиеся вопросом происхождения слова «водка», пришли к выводу, что оно свойственно только русскому языку и не могло быть заимствовано из другого языка, так как нигде больше не встречалось. С 1505 года водку начинают экспортировать в соседние страны – Швецию, Эстонию и в земли Ливонского ордена. Первое питейное заведение Москвы, или Царев кабак для опричников, открывает Иван Грозный в 1533 году. В 1716 году Петр I вводит свободу винокурения в России. Во времена Екатерины II водка считалась самым элитарным напитком в мире. Это был напиток высокого качества, так как предназначался прежде всего для стола высших слоев общества и очищался исключительно естественными животными белками, коагулянтами. Так, на 6 ведер водки первой гонки полагалось как минимум 1 ведро молока или пол-ведра яичных белков. Водками тогда называли только ароматизированные водки. Модным считалось иметь у себя водки с ароматизаторами на все буквы алфавита: анисовая, березовая, вишневая, грушевая, дынная, ежевичная, желудевая, зверобойная, ирговая, калиновая, лимонная, малиновая, мятная, ноготковая, облепиховая, перцовая, полынная, рябиновая, смородиновая, тминная, укропная, фисташковая, хренная, цикорная, черемуховая, шалфейная, щавелевая, эстрагонная и яблочная. А пили тогда водку чарками. Это примерно по 150 граммов за раз. 10 чарок были равны стопе. В XVIII веке на смену стопе пришел штоф. Это 1/23 литра. От полуштофа произошли современные пол-литра. В бытность правления Александра III с 1881 года происходит ряд изменений в процессе продажи водки. Кабаки заменяются трактирами и корчмами, то есть точками, которые торгуют не только голой водкой, но и где к водке можно получить закуску. Вместе с тем, впервые в России разрешают продажу водки на вынос порциями меньше ведра, то есть вводится розничная бутылочная торговля. До 1885 года водку продавали на вынос только ведром, а бутылки существовали лишь для иностранных виноградных вин, которые в этих бутылках и поступали из-за границы. Важную роль в производстве водки в России имеют научные работы Дмитрия Ивановича Менделеева, который скрупулезно изучал процессы, происходящие при смешивании спирта с водой. Он установил, что идеальное содержание спирта в водке должно быть 40%, и данную концентрацию можно получить только при смешении точных весовых соотношений. В противном случае резко ухудшается физиологическое воздействие водки на организм. С 1906 по 1913 годы торговля водкой была упорядочена так, что лишь в крупных городах ее вели с 7 часов утра до 10 часов вечера. В сельской местности она завершалась осенью и зимой в 6 часов, а весной и летом продлевалась до 8 часов. Во время общественных мероприятий, выборов в Думу и общинных собраний торговля водкой была строго запрещена.
В августе 1914 года правительство России издало постановление о прекращении продажи водки на период войны и о сосредоточении всего производства этилового спирта для технических нужд фронта и медицинских целей. В декабре 1917 года советское правительство продлило запрет на торговлю водкой на время войны и революции. А затем в июле 18-го еще раз приняло постановление о запрете производства самогона и торговли водкой на период гражданской войны и иностранной интервенции. В 1923 году было возобновлено производство и торговля спиртными напитками в СССР. Во время Второй мировой войны производство водки не было прекращено, но оно сократилось с 90,5 миллионов декалитров до 18 миллионов декалитров. По инициативе Михаила Сергеевича Горбачева в 1986 году было принято правительственное постановление о борьбе с пьянством, результатом которого явилось демонтаж ряда ликероводочных заводов или их переоборудование в предприятия безалкогольных напитков. Это решение поставило в тяжелое положение отечественную спиртоводочную промышленность, нанесло ей материальный урон и вызвало широкое недовольство народа. В 1990 году оно было признано ошибочным и начался процесс восстановления отечественного винокурения. 7 июня 1992 года президент России Борис Ельцин своим указом отменил монополию государства. Однако уже через год была предпринята попытка вернуть государственную монополию. И 11 июня 1993 года был издан указ президента о восстановлении государственной монополии на производство, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции. Но фактически этот законодательный акт так и не был реализован. На рынке уже активно действовали независимые производители, проконтролировать деятельность которых было практически невозможно. С 2013 года произошли существенные изменения в законе Российской Федерации об алкоголе. Запрещено рекламировать алкоголь в печати, а в интернете крепкие спиртные напитки. Повышение цены на самую дешевую бутылку водки на 40%. Вся алкогольная продукция должна иметь специальную надпись, как на сигаретах, то есть о вреде здоровью человеку. А распивать спиртные напитки можно исключительно в специально отведенных для этого местах. В ночное время суток напитки, которые имеют крепость выше 5%, запрещены к продаже. Использовать водку полезно при различных заболеваниях, а ее применение систематически и в неправильных дозах может привести к отрицательным последствиям. Водка быстро всасывается слизистыми оболочками желудка и кишечника, приводя к опьяняющему эффекту, а при чрезмерном употреблении к тяжелому токсическому отравлению. Некачественная водка, произведенная кустарным способом, зачастую имеет примеси тяжелых фракций, которые могут нанести в разы больший вред организму вплоть до летального исхода. Некоторые люди не умеют себя ограничивать, и редкий прием рюмки второй перерастает в зависимость. Очевиден вред водки при ее систематическом употреблении. Человек становится алкоголиком с ярко выраженными симптомами зависимости: похмелье, тяга к спиртосодержащим напиткам, поиск оправданий своему поведению, временные провалы памяти, утрата смысла жизни и работоспособности. Водка разрушает работу мозга, снижаются когнитивные функции, внимание и память, а при хроническом употреблении происходит снижение умственной работоспособности, при длительном употреблении разрушается личность. Многочисленные исследования показали канцерогенное действие алкоголя. У людей, страдающих от алкоголизма, такое заболевание, как цирроз печени, обычное явление. Кроме того, систематическое употребление приводит к острым некрозам печени и алкогольному гепатиту. Алкоголь, особенно с высоким градусом, такой как водка, создает спазм протоков поджелудочной железы, а в результате пищеварительные соки, вырабатываемые этой железой, не могут участвовать в переваривании пищи, поступившей в кишечник, и они начинают переваривать саму железу. Возникает воспаление, приводящее в дальнейшем к хроническому панкреатиту и панкреонекрозу. Также он повреждает слизистую желудка, в результате чего возможно развитие язвы желудка. При попадании алкоголя в сердце на нем образовываются микрорубцы, которые лишают сердца эластичности и возможности быстро перекачивать большие объемы крови. В результате развивается сердечная недостаточность, гипертензия, что в конечном итоге может привести к инсульту или инфаркту миокарда. У женщин, выпивающих во время беременности, рождаются больные дети, отстающие в умственном и физическом развитии и имеющие ряд патологических отклонений в работе внутренних органов. Употребление водки детьми до 18 лет замедляет рост и снижает умственную активность. В чрезмерных количествах водка снижает мужскую потенцию, так как необратимо разрушает нервную проводимость полового члена. Затрудняется семяизвержение, а также становятся малоподвижными сперматозоиды. Помимо этого, за счет нарушения выработки тестостерона существенно снижается сексуальное влечение. Как закономерный итог – импотенция.
Несмотря на вышесказанное, водка может быть и полезной. Например, она применяется при изготовлении лекарственных препаратов, направленных на наружное воздействие. А в народной медицине на основе водки готовятся настойки и растирки, которые используются для терапии многих заболеваний. Водку можно использовать и для дезинфекции при царапинах, порезах и ссадинах, как компресс при фурункулах и нарывах для снижения уровня воспаления. Спиртовые компрессы – отличное жаропонижающее средство. А при таком заболевании, как ревматизм, очень эффективно растирание, согревающее кожную поверхность, увеличивающий кровоток, снимающий болевые ощущения. Употребляя в небольших количествах этот напиток, можно положительно воздействовать на желудочно-кишечный тракт, на мочевую систему, сердечно-сосудистую систему, желчный пузырь. По заверению некоторых косметологов, добавление водки в шампуни способствует избавлению от перхоти. А маски для волос на основе водки препятствуют выпадению волос, улучшают их рост. Настой на водке цветов лилий, алоэ, лепестков розы и других растений – хорошее средство по уходу за кожей. Однако не забывайте, полезные свойства водки проявляются только при употреблении качественного продукта и в небольших дозах. Приемлемой и не наносящей вреда организму можно считать дневную дозу, не превышающую 20 грамм чистого этилового спирта в день. В перерасчете на напитки это 50 грамм водки. Ведите здоровый образ жизни, не болейте и обязательно подписывайтесь на канал. Здоровья вам!